Сериал «Предатель», «Трейтор» на английском. В рейтинге лучших израильских сериалов 2 года назад я перечислял их общие черты. Среди прочего называл динамичный сюжет, если речь об экшене. В каждый миг может погибнуть ваш любимый персонаж, которого вы считали ключевым. И счастливый конец обычно чем-то испорчен, а зачастую даже не предусмотрен. Спецслужбы не идеализируются, иногда они храбры и прут для выяснения истины напролом, но иногда предстают в сомнительном свете. Все это вы встретите в психологическом триллере «Предатель». Моссад здесь показан беспринципным и коварным. Знаете, я что угодно могу с вами тут делать, и никто ничего не узнает. Кто ваш источник? Какой источник? Немного о сюжете. Гражданский рейс из Тель-Авива таинственным образом исчез с радаров. И это произошло без каких-либо признаков взрыва, крушения или угона. Расследование инцидента поручили возглавить Йонатану Джорджи, бывшему офицеру разведки, который год назад ослеп. Драматичность усиливается тем, что на борту рейса находились жена и дети Джорджи. В процессе расследования родственники других пассажиров начинают осознавать, что, возможно, недостаточно хорошо знали своих близких. Ход с незрячим расследователем оригинален, потому что, с одной стороны, ему постоянно нужна помощь для перемещений, чтения эмоций или материалов. А с другой, он хорошо понимает интонацию и голос, не отвлекаясь на визуальную составляющую. Ключевая версия – катастрофа. Они начинают изучать личные дела пассажиров, и все кажутся подозрительными. Традиционно для Израиля расследуется арабский след. Параллельно рассматривают эксцентричное самоубийство пилота. Но, разумеется, все оказывается не так, как выглядит. А главное, и это следует из названия, где-то в сюжете затесался предатель. Какова его роль? Он дает ложные наводки или он участник заговора? Что мотивировало его и кто он? Музыкальное сопровождение, монтаж и видеоряд отлично передают атмосферу напряженности, саспенса. בן אדם מנסה להיכנס לקוקפיט ולהשתלט על מטוס. אפילו אם הוא יאיים על דייל והדייל יקיש את הקוד, הדלת לא תיפתח עד שהטייס מבפנים מסתכל עליו במצלמה ויפתח. אבל מסתבר. Присутствуют и абсурдные диалоги, которые мне так нравятся еще со времен Тарантино и Гая Ричи. Например, герои внезапно начинают выяснять, кто не убивал людей, Бэтмен или Супермен. טוב, מה נסגר איתכם? מה נסגר איתנו? היה לנו הסכם, אמרנו שלא הורגים. מה אתה, באטמן? מה? באטמן לא רוצה להרוג. זה סופרמן. בסדר, גם באטמן. באטמן הרג. הוא לא בכוונה, אולי בטעות. לא, באטמן. В комментариях обратили внимание, что персонажи постоянно что-то жуют. Сначала я этого не замечал, но после тоже заметил и стал раздражаться. שתיהן מותקפות פחות מ-24 שעות אחרי שאנחנו משחררים אותם. מה, אתה מגן על רוצח? יש לי את השיקוף של התיק עלה. טלפון, עוד... לא קיימת בשום מאגר. לא טביעות אצבע, לא DNA, כלום. Это, пожалуй, единственный эстетический недостаток. Но так как в других сериалах жующие персонажи не превалируют,
Возможно, авторы хотели этим что-то добавить в атмосферу, что-то сказать. Выяснил я для себя из сериала и нечто новое. Там упоминалась угроза смертной казни для одного из преступников за госизмену. Я подумал, минуточку, в Израиле нет смертной казни, и принялся читать. Оказывается, есть 3 причины для смертной казни в Израиле. Геноцид, массовые убийства и госизмена. Но за все 80 лет перезапуска государства к смерти приговаривали лишь 2, включая нацистского преступника Эйхмана. В обзоре следует также упомянуть игру актеров, она у меня вопросов не вызвала, все очень убедительны. И когда буду составлять очередной актуальный рейтинг лучших израильских сериалов, включу в него «Предателя». Смотрится на одном дыхании. Концовка открыта, поэтому не исключены новые сезоны. כל מי שעשה משהו גדול בחיים שלו